Привет, привет, вовлеченный в аудио народ. Сегодня я хотел сделать выпуск, посвященный выставке High-End Мюнхен 2025 года, на которой я недавно был и выпустил видео лайт обзор этого события. Это, конечно, грандиозное событие в аудиомире, в аудио-сосайти. Я высказывал свое мнение, что мне не очень там показалось революционными вещи, которые показаны, но кое-что интересное. А этот выпуск я хотел сделать для тех людей, которые спрашивали дополнительные вопросы, и еще пару моментов, которые, возможно, я не сумел осветить в том своем лайтовом выпуске, обзоре этого события. Прежде всего, хотел бы начать с еще раз объяснение графика Bell Laboratories, который я приводил уже многократно, но который объясняет субъективность оценки того или иного аудиорешения, которые могут оказаться как негативными, так и позитивными, одно и то же событие, имею в виду, одно и то же решение. Так вот, посмотрите, пожалуйста, на эту картинку еще раз. Итак, это индивидуальные варианты человеческого слуха. Вот частотная ось, всего до 6 кГц, допустим. Кстати, это и есть те самые чувствительные частоты, средние частоты, на которых наше ухо наиболее избирательно. И вот 20 линий здесь показано, 20 неких слухачей, которые высказали свое мнение о их восприятие одного и того же, разумеется, сигнала в одних и тех же, разумеется, условиях. То есть чувствительность слуха по отношению к частотной оси с такой интенсивностью в 10 раз отличается. Причем слухачи квалифицированные, то есть пенять на то, что это случайные люди, набраны нельзя. Итак, это объясняет всего лишь субъективность нашего мнения. Поэтому любые категорические заявления, хотя, может, и не любые, может, есть какие-то догмы, которые невозможно опровергнуть. Это я, пожалуй, поторопился. Но, короче говоря, большинство заключений, которые делаю я, другие люди, специалисты, не специалисты, являются лишь субъективными, и объективными могут быть только технические инструментальные исследования. Это я опять вас подвожу к тому, что на слух оценивать что-либо вы можете оказаться неправы, не дай бог, конечно. Такое произойдет, в то время как технический тест, тем более квалифицированный, полный, качественный тест, покажет объективную картину, не зависящую от наших с вами предпочтений. Далее я хотел бы дать определение high-end, то есть выставка называется high-end. Что такое high-end, чем отличается от hi-fi и от high-low, если оно есть, или еще от чего-либо. На мой взгляд, чисто моя точка зрения, я для себя так называю high-end, то, что выполнено на данный момент высшее технологическое решение какого-либо вопроса, блока аудио, какого-то решения, доступная на данный момент и не имеющая ограничения по стоимости. То есть это может быть все что угодно. Это может быть в цифровых устройствах аудио, это может быть какая-то высочайшая точность восстановления цифрового сигнала, аналогового сигнала из цифрового, высшая, которую невозможно на данный момент превозмочь. Это может быть какая-то система с абсолютно самыми лучшими динамическими характеристиками, что может быть достигнуто за счет появления каких-то, допустим, излучателей или способа их раскачки, или еще чего-либо. То есть высшее в выбранной теме, допустим. Маловероятно, чтобы могло оказаться некое устройство, которое заключает в себе даже несколько, не то что все компоненты, определяющие звучание, а даже несколько компонентов. То есть такой high-end был бы несуразен, как я приводил пример команды «Космос» футбольной из Нью-Йорка, там, где собрали лучших футболистов, не выиграли, в общем-то, ничего. То есть из набора каких-то лучших вещей не факт, что получится лучший результат.
Поэтому я буду придерживаться этого своего мнения о том, что это все-таки высшее достижение технологически возможное на данный момент и не ограничено бюджетом, допустим, габаритами, кстати, весом, там, чем угодно, просто вот самое лучшее в выбранном направлении. Если речь идет о каком-то блоке, ну, например, твиттеры. Вот какой-то твиттер там может оказаться, который имеет характеристики, превосходящие все остальные твиттеры. Вот это я называю хай-эндом. То есть, является ли, например, ленточник, мой любимый ленточник Fontech хай-эндом? Нет, наверное, не является. Наверное, все-таки какие-то там плазменные твиттеры есть, которые реально работают еще чище, лучше, громче и веселее, но доступа к ним вот прям так у широкой публики нет пока. Допустим. То есть, на то оно и выставка. Это же не значит, что люди, которые туда пришли, будут это все покупать. Ну, там, кстати, выставка была разбита на... Это 4 дня она длилась. 2 дня, первые 2 дня отводили специалистам и прессе, вот, в число которых я имел честь попасть. А вторые 2 дня это для широкой публики, платные билеты, то есть... Вот это, наверное, покупатели, предположительно, во второй декаде как бы. А в первой это конкретно специалисты, это обмен мнениями, встречи коллег, конкурентов, выяснение конкурентных решений каких-то, вот этих самых достижений. Вот это довольно любопытно, кстати говоря. Довольно любопытные встречи были совсем не детские, то есть там, да. И вот даже те, которые не принимали участие, там Дали, кто еще, СИС, например, они были там, я вот встречался с, собственно говоря, с генеральным менеджером СИС, так получилось случайно совершенно, я не знал, что он такой важный. Я думал, ну, маркетолог какой-то со мной переписывается. Я смотрю на это, на состав персоналии, как бы, компании, да. Неловко получилось признаться. Ну, он мне просто образцы привез твиттеров для обзора. Посмотрим. Что еще? Итак, это было определение хай-энд, и это было определение изначально по кривым Bell Laboratories субъективности нашего с вами понимания звучания, оценки звучания. Что еще? Хотел сказать, что прогресс идет, хоть мне там и не показалось это все революционным, но он, безусловно, идет, движется, может быть, медленнее, чем это было на заре, как бы в золотой эре аудио, когда каждый год появлялись, ну, реально революционные какие-то штуки-дрюки. Вот. Легенды громоздятся просто одна на другую, то есть люди высасывают из пальца уже совершенно немыслимые какие-то идеи, одна безумнее другой. Но при этом заметность прироста качества снижается. То есть крику много, допустим, а решение лучше предыдущего прототипа, назовем это так, ну там иногда едва различимо, допустим. Ну, это, знаете, как примерно рост скорости автомобилей. Вот на заре, там, 130 лет назад, наверное, они как начали с 30 км в час, больше там гигантскими шагами, там может быть по 10 км в час в год. Я я не специалист в этой области, но примерно так. А сейчас последние лет 20, допустим, прирост, скажем, исчисляется единицами процента, вот возможностями автомобилей. А стоимость, ну, там в миллионах долларов люди считают, да. А прирост не значителен за эти миллионы долларов. Может быть неудачное сравнение, поправьте меня, если это не так. Вот. Но я хотел сказать, что системы, которые появляются свежие и подаются как инновация какая-то, не так сильно заметно отличаются, допустим, от прототипа, скажем, предыдущей модели, с которой она призвана конкурировать, с тем, чтобы платить за нее какие-то чумные деньги. Кстати, вот у меня спрашивают, вот какую модель я бы выбрал или им выбрать из там, ну, будем дешевые колонки, недорогие, Defier, вот эти вот мультимедиа, там такую или такую. Вот какая-то S880 и S880 MK2. То есть новая версия предыдущей модели. И стоит она заметно дороже. Ну, предположим, я не знаю, кстати, сколько. Знаю, не важно вообще.
Ну, просто это новый. То есть человек говорит, у меня вот есть старая 880, стоит ли мне ее, там, не знаю, подарить кому-то и купить новую, потратив, ну, это еще один номинал денег, допустим, а то и больше. Я говорю, что я бы выбрал более новую модель, но аргументированно вам посоветовать, чтобы вы избавились от предыдущей, с тем, что вы купили новую, я не готов. То есть тут море факторов. Ну, там какой-то, допустим, появилась фича какая-то. Кстати, вот выход на сабвуфер, по-моему, там появился. Вот если вы без него жить не можете, да, конечно, надо от старой избавляться, как бы она ни называлась, кстати. Пусть она втрое дороже вот этой, но если у нее нет этой опции, или там какой-то IPTX HD, там что-нибудь там фантастическое, ну, не знаю. Если вы во что-то уже вцепились, то следуйте как бы своим интересам. Кстати, в этой связи определение, и мое определение high-end и отсутствие особых инноваций на этой выставке и вообще на рынке легко можно как бы немного ослабить тем, что каждый из нас в аудио, я говорю сейчас об аудио, конечно, в первую очередь, имеет какую-то любимую фенечку. Ну, вот у меня это были твиттеры, например, вот эти Fontech, допустим. Ну, я там занимался коммерцией с ними, но, в принципе, мне на слух они вот именно очень, и сейчас очень нравятся все. Значит, например, какой сабвуфер у меня сабвуфер, я люблю, я басофил, то есть у меня сабвуфер есть. И мне вообще плевать, то есть, ну, вообще, это, он должен быть просто, то есть, как триггер, то есть щелк он должен быть и все. А какой он там, никаких музыкальных откровений я от него не ожидаю, по крайней мере, причем сознанием дела как бы я специалист. То есть я знаю, что любой сабвуфер – это причина неприятностей в звучании. Ну, если объективно это все оценить. А субъективно, да, вот мне этот базис нужен. Вот. То есть, короче говоря, к чему? По остаточному принципу у меня сабвуфер, даже вуфер, среднечастотный динамик, ну тут уже так, это более музыкальная такая штука, вот там уже музыкальные откровения работают в полный рост, пожалуй, я бы тоже их фанатично бы подбирал, допустим. Или отсутствие онугу, кстати, то есть, или, другими словами, двухполосная система, как вы видите, вот у меня здесь стоит, то есть это вот басовик SIS 6,5 дюймов и некий твиттер, в данном случае монокорд, ну неважно. Здесь нет среднечастотного динамика, который был вот у меня в первом сезоне, там, или там, первых 3 сезонах, которые я показывал конструирование колонок, там, где этот был купольный танк Бен 3-дюймовый, то есть, ну, на данный момент он, во-первых, достаточно дорогой, во-вторых, ну, наверное, в топовое входит, там, их вообще не так много в мире выпускается, но этот из лучших, скажем так. У него есть масса недостатков, я их показал, кстати, не стесняясь, и, кстати, они мне даже предоставили материалы. То есть это были файлы скана клипель виброметра лазерного, там, где показано движение диффузора на разных частотах. И видно, что, ну, в общем, да, это такая картина там не очень приглядная. Но это все равно много лучше, объективно, чем, допустим, вуфер 6,5 дюймовый, или 8, или 10 дюймовый, который будет брать на себя еще и эти функции среднечастотного динамика. Поэтому я бы сказал, что я заточен на, ну, еще раз остановлюсь на Твиттере. Значит, походив по этой выставке и уделив внимание только представленным Твиттерам, у меня было бы меньше работы. Допустим, не 1000 киосков надо было бы обойти, стендов, там, как они называются, бусов, а там 30, допустим, или 20. На самом деле производителей самостоятельных, имеющих свои лабы, от которых можно ожидать реально нового какого-то результата, а не усовершенствования старого, покраску в зеленый цвет старого. Да? То есть их немного, этих производителей. Вот, например, ленточники Fontech, те самые, на которых я опять циклюсь, кроме него никто не выпускает. Но еще есть ленточники RAL, допустим. Но, во-первых, там складная гармошка такая, во-вторых, они стоят раза в 3 дороже, по-моему. И мне что-то они не ответили. Я пытался с ними связаться, что-то там спросить, не отвечают. Это где-то из балканских стран. Сербия, что ли. Вот. И все, собственно говоря. Да, сразу напомню, что АМТ
я за ленточники не считаю. Вот, и они мне не нравятся. И выпускают их тоже ограниченное число фабрик, и в том числе Мундорф их, по-моему, не выпускают. Мне кажется, они ОЭМ где-то их производят. Вот. АМТ, еще раз, это не лента, это другое совсем. True Ribbon ленточник, вот это называю, вот это фунтик, где натянутая лента, причем у фунтиков она идеальная, это лавсан с иридиевым напылением. То есть она самая легкая, самая прочная на предмет искажения формы со временем и по проводимости. Там, короче, она оптимальна на данный момент в данной технологической. Ну вот, допустим, ее можно назвать хай-эндом среди ленточников. А хай-эндом вообще, я бы ее называть, скажем, не стал. Она уже достаточно доступна, там самый дорогой стоит $700, который вам никому не нужен. 10-я модель такой величины, у меня есть на нее обзор, можете посмотреть, все лет 10 назад я его делал, наверное. Сам фунтик сдулся, он, по-моему, ничего не производит. Макс продал эту фирму какой-то компании огромной, там, китайской. Сам он в ней же работает, но вообще уже ничего не решает. Я и так пытался связаться, хотя бы для обзора, уже не для коммерции, ничего не получилось. Не знаю, чем меня туда понесло, любимую тему, просто все, что знаю, все пою, как казах. Так что, в принципе, найти можно было то, что вас интересует. Вот я знаю, люди ходили туда в поисках наушников и плееров вот этих вот, которые носят все, даже не знаю, как они называются. Вот им было интересно, возможно, они что-то там узнавали. Но вот в 23-м году, 2 года назад, когда я по просьбе своих подписчиков брал интервью у некоторых представителей этих всех наушников, честно, как дети в детском саду. Вот они мне показывают какую-то вещь, которая запатентована лет 50 назад или там 30, и рассказывают, как оно теперь по-другому лучше работает. Но, возможно, они сменили огибающую форму там вот этих оголовий там, или еще что-нибудь. Или даже диффузор там выдавили другую эту самую. Но назвать это новым реально я бы не стал. Так что, то, что я все рассказываю, это можно поделить на 8, потому что если вас интересует не все вообще по аудио, представлено в частности на этой выставке, а именно какое-то любимое направление, то вы наверняка что-то бы там нашли себе. Хорошо, что есть вот этот у них сайт, который я там давал в описании к видео, на котором можно найти производителей, соответственно, зайти на их сайт, и поузнавать, что они там кричат на первой странице всегда, что они присели на выставке, что у них вообще есть, там вот такое. Поэтому это вы найдете без труда. Теперь был вопрос о французской компании Cartesian. Cartesian, я приводил ссылку на их сайт, но больше всего мне понравилась брошюрка, которую они мне дали. Я просто на их сайте все не нашел, что хотел. А вот на этой брошюрке очень точно написано то чудо, та реализационная идея, которую как я ее назвал, допустим. Здесь вот описание идеи, здесь способы, которыми они ее достигали, возможно, не выдавая страшной военной тайны. Я просто не технолог, я не могу оценить все вот этого из хексакона вот этого. Как она мембрана это создана, мне оно ни о чем. Мне результат важен. Результат на вот этих графиках, которые здесь 3 графика, замечательная, которая все показывает абсолютно. На этом, собственно, основано исследование Клипеля, которому я имел честь принадлежать в прошлые годы. Например, если на сайт Клипеля зайти, у него везде это есть, вы везде найдете, но так носки. Тут нелинейное искажение LSI-3. Тут написано, как возникает при больших сигналах, как работает магнитная система. И собственно, функции displacement, то есть смещений, показано, в частности, BLL, force factor. Это один из главных параметров, который определяет работу динамика.
То есть, если динамик имеет дисплей Xmax, да, Xmax называется, плюс-минус 10 дБ, допустим, нет, ну тут сколько, тут 3 дБ, плюс-минус 3 дБ, то в состоянии покоя, это rest position называется, состояние покоя, она даже похожа на симметричную. То есть, вот смотрите, я вам покажу. Подвинув, когда диффузор движется вперед, это у нас считается в плюс как бы, а когда движется назад, считается как бы в минус. И что получается? Держится он спайдером, диффузор, собственно, подвижная система. Спайдер это вот светленькое там должно, да, он. Подвес, скажем, верхний, нижний их еще называют. И вот, собственно, surround. Одноволновую в данном случае у этого динамика. И что получается? Если идеальный динамик, вот здесь вот нарисован пунктирной линией, имеет симметричный, однако спадающий, то есть, другими словами, в нулевой позиции BL равна максимуму сила мотора этого динамика. Вот даже при смещении 1 мм туда или сюда, вот написано X, смещение, она уже не равна вот этому обещанному, сколько там, 7,5, допустим, BL тут было заявлено. На 1 мм уже 7 всего, а на 3 мм уже там 4, то есть в 2 раза меньше, чем в оптимальном состоянии. А реальные динамики, они еще хуже работают, не работают асимметрично, то есть двигая в плюс, у вас кривая идет таким образом, в минус, совершенно другой тренд, согласитесь, да? Тут все это объяснено, это, собственно, научная фирма, которая занимается исследованиями в этой именно области, очень много нужных знаний здесь, как, что, вот application ноты есть, то есть можно по любому поводу, displacement, например, лимит, если вас это очень интересует, достаете, читаете, тут вам математика кому нужно даже картинки есть какие-то, неважно. Что я хотел показать, вот здесь вот. Здесь показано 3 графика, если вы видите, как вы видите, я надеюсь. Значит, управление движением подвижной системы. Что мы тут видим? Тут мы видим смещение, грубо плюс-минус 10 миллиметров динамики. Смещается, большой, видимо, динамик с форс-фактором вот такой величины. Идеальный, как вы понимаете, должен был бы быть ровная линия, допустим, на уровне 10. Ровная линия во всех позициях одинаковая. Но идеального ничего нет. И вот реальный, типичный, обычный вуфер черной линией показан, сделано вот так. Вот состояние rest position, то есть среднее положение, покоя, состояние покоя. Если он в плюс уходит диффузор, по неспадающей довольно резко под 45 градусов, кривая падает сюда. А если он уходит в минус, оно еще и растет немножко, потом спадает. Конечно, ни о какой линейности говорить нельзя. То есть, если мы подадим любой сигнал, в визуально более понятном случае это синусоида, на любой динамик, вот типично, как здесь написано, вот у меня здесь лежит, там многие другие, то в зависимости от паршивости он будет работать совершенно по-разному при движении диффузора в ту или иную сторону, и это будет создавать чудовищные искажения. Тут также нарисован вуфер, типичный high quality вуфер, красная линия написана. Вот этот, видите, у него ниже BL, то есть там не более 9, допустим, но оно, во-первых, симметрично почти, а во-вторых, валится, после 5, допустим, там, миллиметров, при заявленных, допустим, плюс-минус 10 миллиметров. Понятно, что если будет 12, то он просто будет клипить, как обычно динамики это делают. И как наглядно показано было на стенде, я вам там видео подкладывал, как работает у них вуфер, причем не задемпфированный в открытом оформлении. Он, в принципе, клипить мог уже начать вот прям с низких уровней сигнала, а он на довольно большом, как она сказала, эта девушка, плюс-минус 10 миллиметров, то есть 20 миллиметров. Он ходит очень ровно и без слышимых искажений, по крайней мере. И коричневая кривая – это BL вот этого какого-то VOM-125 ВК. Вот это их вуфер, о котором, собственно, речь, видимо, здесь идет.
и которые представлены были на выставке, вот, которые играл вот, тот в демо-видео, которое я показал. То есть, ну, скажем, очень-очень хорошо. То есть практически вот плюс-минус 10 дБ он держит практически даже без изменения BL. А BL, напомню, определяет все остальные параметры, собственно, телесмола и все остальные параметры динамика. Также определяется и частота при смещении, меняется резонансная частота динамика. То есть та самая частота, которая заявлена в параметрах телесмола, там, допустим, у этого динамика там 32 Гц, вот 32 с половиной, ага. Вот, это при rest position только. Это при вот этом среднем положении, когда он, скажем так, спит. Вот. Если его сдвинуть на 5 мм, у обычного вуфера черная кривая, частота резонанса, кстати, как я почти угадал, ну 37 тут, допустим, Гц, rest position, вот у него частота. Вперед, когда он сдвигается, она улетает до 52 там, Гц, а назад, когда он улетает на 5 мм, до там 39, допустим, Гц. То есть никаких 36,5 или 5,5 речь вообще не идет. Ну и равно тут же страдают коэффициенты, все искажения вообще, ТНД, THD. Вот вы видите, вот это их вуфер, вот этот хороший наш, вот, который у нас там тарахтит, стоит на стенде. Вот это черный, это плохой, самый плохой, который вот у меня на столе здесь лежит. И красный это, ну, такой high quality, то есть высококачественный вафер. Не, кстати, это у меня тоже высококачественный вафер. Ну, он тоже такой дешевый, 8-дюймовый. Я на нем делал, по-моему, второй сезон, если не ошибаюсь. И еще буду делать, кстати, у меня планы такие наполеоновские. Короче, вот эта брошюра и вот эта экспозиция этой фирмы, вот я бы отнес к революционным. Честно, я не знаю, мне не удалось выяснить, когда оно было там запатентовано, когда оно пошло в серию, когда оно вообще появилось. То есть оно, очевидно, не вчера появилось. То есть в лучшем случае это лет 5 назад, там, или в 3, ладно, окей, 3. Просто у меня тоже есть патенты, ну, были когда-то. И я знаю, как это работает. То есть если ты сегодня изобрел, то можно пару лет спать спокойно, оно нигде не появится. Ну, вот, например, та же система динамического подмагничения для магнитофонов, которую, ну, тема моего дипломного проекта была под руководством Николая Сухова. Диплом я защищал в 86-м, по-моему, году, или 7-м, я уже забыл. А в серию на заводе «Маяк», да, и главный инженер «Маяка» мне тряс руку там на защите, что все надо бросить, вот этим заняться. Ну, вот. Так в серию она пошла, по-моему, в 90-м, когда магнитная запись уже доживала последние месяцы, мне кажется так. К сожалению, это было ужасно, потому что тот магнитофон, он назывался как-то «Маяк 235, 242», что-то такое, я не помню. Но он, ну, по качеству штырил просто, ну, лучше трудно себе представить, причем на элементной советской базе еще. Не Хитачи какие-нибудь там, Мундорфы и так далее, вот такие дела. Далее, что я хотел сказать. Просили сказать пару слов о сверхлегких диффузорах из стекла. Диффузоры из стекла, сейчас я картинку тут подобрал. Вот эти вот, напомню, диффузоры, они действительно, ну, якобы из стекла, мне не дали возможность его уронить, допустим, или поломать, не знаю. То есть мне кажется, что это пластик вообще. Но теоретическая подоплека, которую рассказал тот человек, очень грамотный инженер, который стоял на стенде, тайванец, и на сайте у них убедительно очень написано. То есть, ну, возможно, интересно. То есть, конечно, тоже было бы интересно отсканировать работу этих диффузоров на сканере Клиппеля. С тем, чтобы сравнить, ну, с аналогичными диффузорами из того же алюминия, допустим, или титана. Вот. Но он сказал, что этих данных у него нет, или он не предоставит, я так не очень хорошо понял. Но он мне показал кривое демпфирование, которое показывали, что это на голову лучше, чем все остальное. Там. Ну ладно, то есть приходится верить.
Ему виднее. Просто если он хочет это популяризовать, то есть протолкнуть, это должно быть запатентовано и предложено вообще всем заинтересованным, вовлеченным сторонам, в том числе таким обзорщикам, как я, или более крупным обзорщикам. Но чтобы они нашли аргументы, чтобы до вас донести, скажем, простыми словами, чем это лучше того. Потому что я, например, как старый человек, любитель бумажных диффузоров. Мне вот это вот как-то... То есть, Юра, хочешь вот динамик с уникальными свойствами, со стеклянным диффузором? Наверное, нет. Наверное, все-таки я буду придерживаться более таких технологий, мне понятных и известных. Такая вот история, друзья мои. То есть, я к этому отношусь замечательно, но инструментальных подтверждений гениальности этого изобретения нет, и больше всего отталкивает то, что они больше нигде не светятся. То есть вот у них на сайте они есть, причем я уже их не первый год вижу на выставке. Я на выставке их видел лет 10 назад точно, 15 даже. В Гонконге я был в Гуанчжоу на выставке, они там были уже, то есть лет 15 даже назад, я думаю так. И с тех пор как бы и у Клипеля о них ни сном, ни духом не знаю, хотя у Клипеля список клиентов практически весь, вот все, что было тут на выставке, они все его клиенты. И больше значительно, чем здесь на выставке было. Тут тут было 500 брендов представлено, в 1000 экспозиций, а у Клипеля там, по-моему, 2000 клиентов. Вот. То есть любой, кто разрабатывает динамики, именно динамики, хотя и акустические системы тоже, хотя в меньшей степени, тот должен иметь этот анализатор. Должен. Может не иметь, но он просто проиграет конкурентную борьбу. Кстати, я вот столкнулся случайно здесь на выставке с главным инженером Edifier. Мы пообнимались там, вспоминали былое, у нас смешные были всякие ненапряженные какие-то моменты. Тоже лет 20 назад еще, там 15. Последний раз я там был, по-моему, в 2014 году, что ли, 10 лет назад, грубо. Да, так повспоминали, и он сразу Клипель. Я у него спросил там, кое-что мне нужно было. Он говорит, да, мы только с Клипелем это делаем. Анализатор имеется в виду, без него мы ничего не делаем. И поэтому действительно их динамики стоимостью ритейла, там, не знаю, 4-5 евро, это массовый продукт, они их миллионами выпускают, поэтому такая стоимость. Поэтому все механизировано, у них стоят рядами injection machine, то есть вот эти, которые пластмассу льют, которые металл клепают, все. То есть все автоматизировано, поэтому получается дешево, но оптимально. Понимаете слово? Оптимально. Это значит, что не отнять, не добавить. То есть, сдвинув что-то, сделав что-то лучше там, вы разрушите баланс, хрупкий баланс, который достигает от поставленной задачи, например. То есть это, неважно, это мы говорили о диффузорах из стекла. И вообще вот вес легенды имеет значение. Вот эту фирму даже не помню, как она называется, вот этими стеклами со своими. Если бы она называлась там Тоной, например, к примеру, там, или Ламборгини, то я бы запомнил точно, да, что вот Ламборгини предложила вот какую-то там финтифлюшку там сзади вкручивать. Вот. А вот это я не знаю. Поэтому нонейм, конечно, страдает. Я вам показал там залежи просто вот иголок для проигрывателя. Китайцы сидят. Я тоже не помню, как их зовут эти китайцы. Я даже не читал, что они там написали. Зато я прочитал у кого там, я не помню. Техникс, нет, не Техникс. Которые предложили какой-то VM-картридж там. Я думал к ним вернуться, пораспрашивать, но потом подумал, я что-то поостыл к этой теме, в смысле делать обзоры на эту тему, мне немножко поднадоело. То есть все, что хотел, сказал, повторяться смысла как бы нет, поэтому... То есть, наверное, это тоже революционное какое-то изделие, однако, опять же, кроме как на их стенде, я не помню еще раз, но это из брендов известных, но это не ортофон точно. Больше нигде о них не говорят. Что это значит? Что можно и мне подождать, как бы. Такое.
Хотя, с другой стороны, вот те китайцы, которые с этими картриджами, с кабелечками вот этими всякими дивными, вот, такой, там вот такие вот фильтры на кабелях были, вот я видел. Ну, я не стал фотографировать, я это в прошлый раз фотографировал. А они, может быть, знамениты у себя там, я не знаю, например. А Китай это как бы, ну, половина человечества там грубо. По крайней мере, технически потребляющая, допустим. Вот. И, возможно, там у них более звонкие имена, более звонкое имя вот у этих, которые были представлены, которые приехали покорять рынок, в частности, Европы, вот, дай им Бог здоровья и удачи. Но пока я обходил стороной вот эти ноунеймные, потому что это, знаете, втереть можно все что угодно. Ну, вот я вам сейчас расписывал тут полчаса про вот это Картезиан, но на самом деле я не знаю, может быть, это выжимка каких-то фактов не совсем практически реализуемая, допустим. И вообще там речь шла только о сабвуферах, между прочим, вот, кстати, о птичках. То есть, а как это работает, допустим, на среднечастотном динамике, том же купольнике, вот этом самом 3-дюймовом. Я не знаю, правда, у этого купольника ход там полмиллиметра, допустим, и, возможно, там это вообще не так актуально просто. То есть в этом я не технолог, я не разбираюсь, это не мое дело. Я могу результат оценить просто по, опять же, инструментальной оценке. Еще просили люди сказать что-то о составном твиттере. Вот этом вот твиттере, вот, который вы видите, состоящем из AMT в середине, а ну-ка где-то у меня вот, AMT в середине и 6, я так думаю, что это 2-дюймовая, причем диффузорные как бы динамички. Мне трудно судить. Какой-то результат не достигли. Единственное, что совершенно очевидно, что это повышает чувствительность. Если бы они хотели и использовать вот такого типа динамик под вот этим супер, назовем его, твиттером, то им бы не хватало звукового давления, чувствительности. А 6 штук все-таки чувствительность ушестеренная, как бы, видимо, дотягивает по чувствительности. Напомню, что это акустическая система пассивного типа, то есть неактивная, то есть чувствительность всех динамиков должна быть приведена к одному числу какому-то. Вот. Вот тут, очевидно, есть вуфер, очевидно, есть даже какой-то среднечастотный динамик. Впрочем, на резине, хотя об этом я еще скажу. А вот эти вот организованы таким образом, но я не понимаю, как это работает в плане интерференции, например, как эти волны складываются, один сигнал, который идет из 6 вот этих точек. Ну, наверное, есть какая-то подоплека, то есть что-то они под это подвели, какую-то теоретическую базу, не знаю, но мне, честно говоря, эта идея показалась диковатой немножко, знаете, такой китайчатиной, ну, в плохом смысле слова. Кустарщиной, вот правильно сказать, кустарщиной. Нет, где я, где они, конечно. Но я свое мнение такое высказываю. Также люди спрашивали о колонках в разрезе, которые тут представлены. Конечно, это призвано показать неискушенным или искушенным пользователям сложность этой конструкции, что это не детское как бы дело, что это не 5 копеек. Вот, и это так и есть, конечно. Специалистов этим, конечно, не удивишь, хотя каждый специалист тоже может найти какое-то решение в расположении вот этом всему, в организации резонатора. Это резонатор. Колонка – это резонатор. Вот, так вот он секционирован, разумеется, потому что там есть разные полосы. И, значит, эти вот фильтры там все расположено, где-то укреплено, где-то задемпфировано так, где-то задемпфировано иначе. То есть это все имеет значение для звучания в большей или меньшей степени заметности. Вот еще опять один такой вот нюанс. Можно там потратить, не знаю, кучу денег на измененный кроссовер, улучшенный, развитый, допустим, а в звучании, ну, допустим, инструментальные оценки импульс там почище как-то будет получаться. А на слух это маловероятно, что кто-то, ну очень маловероятно. Ну, только когда оно на порядок давит, допустим, тогда можно сказать да. Хотя погоня за этим, все заняты, погоня за импульсом, это такое дело. Да. Тут, кстати, в Дрездене есть
Некоторых пугает этот вид этих колонок, что это намеренно там натолкали чего-то неправильно и так далее. Какие-то свои мысли даже выражают люди на этот счет. Я скажу, здесь в Дрездене есть музей гигиены, называется. И весь он посвящен строению человеческого тела. Там вот эти разрезы человеческого тела, ну не живого, конечно, а муляжи, во всех ракурсах, по-всякому. Это для того, чтобы молодые люди, которые туда приходят, школьники, дать им представление о строении нашего тела. Ну, грамотная идея достаточно. Я там узнал кучу нового, хотя меня оно не особо интересует, признаться. И кроме того, я по-немецки и тогда не читал вообще. Сейчас я тоже плохо читаю, но понимаю, в смысле, плохо читаю, это я хорошо. Вот. То есть иногда это имеет смысл. И они так сделали, ну, по крайней мере, вот меня они привлекли. Вот, и других кого-то, наверное, тоже привлекут. Далее просили рассказать немного о рупорах что-нибудь. Ну, что я могу сказать о рупорах? Ну, вот это ковш, например, это совершенно корректная штука на прошлом дизайне, на проаудиодизайне. То есть это не бытовые сабы так делаются, это именно субы для сцены, именно таким вот образом делается. А вот это вот фронтальный рупор, front-loaded horn так называемый, то есть рупор нагруженный вперед. Вот, что здесь смущает вообще меня лично, это размеры, вот я не очень хорошо понял. Если вот это вот басовый рупор, то как четвертьволновый резонатор, его выхлоп вот этот вот должен быть раза в 3 больше, ну вот как по мне, чтобы он там работал от 30 Гц. Значит, он не работает от 30 Гц, либо форсировано усилением это все. То есть аудиопроцессором выстроена кривая, которая, наложившись на кривую вот этого недобасового звена, даст ровную характеристику. Также вызывает сомнение форма огибающая вот этого рупора. Что-то она очень больно похожа на круговую просто. Даже, ну, экспонента там может быть, не знаю. Хотя оптимальная форма есть трактриса. И все остальные как бы имеют недостатки. Ну, уступают трактрисе. А это не трактрис. Ну, по-моему, мне так показалось. То есть тоже какая-то, скажем так, кустарщина, вот, на мой взгляд. При том, что это тоже популярная экспозиция. Какие-то гигант он называется, когда огромные, гигантские рупоры выставляются на всех выставках подряд. Чуть ли не на компьютерной, по-моему, тоже где-то видел, не помню. Такие дела. То есть мое мнение как бы не очень хорошее об этих рупорах, именно этих. Их называют по-разному: рога, горны, ковши, рупора, вот, но все они призваны разогнать сигнал с помощью вот раскрыва вот этого рупора. И это очень тонкая штука, и специалисты, которые этим занимаются, есть такая программка Horn Resp, она бесплатная, кстати, и идеально просто она считает вот эти рупора. Если кто занимается этим для себя чисто, то может посмотреть, как это все организовано, где там трактриса, где там экспонента, где там парабола, гипербола. Это все довольно интересно и увлекательно, но вот это не производит впечатления высокопрофессионального решения, которое, скажем так, закрывает вопрос, если честно. Тоже мне не очень понравилась тема с Open Baffle, OB так называемое, открытое оформление. Ну, такие модели есть, не буду называть, чтобы не пускаться в какие-то обсуждения ненужные. В чем тут суть? Речь идет, конечно, о оформлении басовых динамиков. Здесь стоит две восемнашки, видимо. Для работы в открытом оформлении эти динамики совершенно точно должны иметь очень высокую добротность. Это без вариантов даже. Потому что вообще акустическая система должна иметь добротность 0,7. Ну, так получается, скажем так. Что это такое, куда это, если вам интересно, вы почитайте. Ну, вот. К этому сводится любой дизайн резонатора. Ну, речь идет о низких частотах в поршневом режиме, прежде всего, да? Вот это 0,7, там, если она имеет не 0,7, то она уже имеет неплавный спад характеристики снизу. Да? Так вот, для того, чтобы в открытом оформлении, без ящика, который вот
в который вставлены вот эти вот динамики, добиться в игровом оформлении вот этой 0,7 добротности, то динамики должны иметь ее около 1,7. А это чудовищно большое число. В частности, вот для работы в фазоинверторе, то добротности там от самой низкой, там 0,2, до там 0,8, но это вот мультимедиа, так вот делается. То есть динамиков других, собственно говоря, почти не выпускается. Вот есть Eminence Alpha, забыл как называется, 15-дюймовые динамики, единственная серийно выпускаемая американской компании Eminence, которая годны для использования в таком оформлении. На эти динамики, они какие-то мягенькие, ход у них, я так посмотрел. И ну что-то не похоже, что они имеют такую добротность. Как можно было выйти из этого положения? Это тоже усилением, то есть тоже аудиопроцессор, ну, или аналоговый фильтр, что хуже значительно будет просто, который подгоняет сигнал под реалии вот этого акустического оформления. И что получается? Это понты просто, то есть показать, что динамик с обоих сторон, вы можете посмотреть на динамик, что он работает. Вряд ли, нет. Ну, я понимаю, что это сложная техническая штука, где все намешано, но этот концепт, ну, во-первых, он не нов далеко, ему тоже лет 20 как минимум, вот, но он не вызывает умиления, вот прям такое, чтобы... Я слышал открытое оформление вот на этих Эминенсах, Альфах. Да, у меня видео нету. Это на форуме Вегалабе когда-то даже ветку такую сделал об этих. Ну, я ездил к человеку, который собрал на Эминенсах тоже 2 штуки вот на колонку. Звучало потрясающе, конечно. Там больше 9 ватт мы на них подать не могли. В комнате вот бытовой, оно все уже звенело, гудело. То есть это было чрезмерно уже такое дело. То есть вот эта система меня тоже, как бы, честно, не очень так впечатлила. Еще люди спрашивали, что мне, собственно, не нравится в резиновых подвесах среднечастотных динамиков. Я имел неосторожность сказать, что мне не нравится вот это вот, например, представленная ODES, солидной фирмой, все, то есть никаких претензий к фирме-то нету. Но вот это вот, ну, это в схеме Дополита, да, то есть тут-то они вуферы, но на самом деле в этой системе они играют роль среднечастотных динамиков, очевидно подрезанные снизу. Так вот, какой смысл при этом делать их на резиновых подвесках, то есть с длинным ходом? О сложности длинного хода я рассказывал вот про вот это вот BL, функции displacement, то есть что это очень трудно реализовать вот на существующих стандартных технологиях. То есть какой смысл вот этот музыкальный, нежный диапазон поручать длинноходом? Их и так 2, то есть там и чувствительности полно, и низкая частота, ну какая, ну не на 300 же Гц это все резано, ну, наверное, на 500 где-то, я так думаю. Ну вот. Да даже если на 300, то эти динамики на изящном легком текстиле бы отработали, ну, мне кажется, ничем не хуже. Короче, еще раз, я почему это все говорю, начал говорить. Потому что себе бы я такое не выбрал, не взял бы. То такая вот у меня субъективная оценка. Хотя, где я опять, а где Audez. То есть понятно, что там специалисты, которые все это просчитали. Хотя это, может, отдел маркетинга палкой их загнал вот в эту вот нишу. Не знаю, не буду говорить. Дай им Бог здоровья. Еще люди спрашивали о колонках из мрамора, я ничего не буду вам показывать, это в этом видео показал свои когда-то колонки 30 лет назад, которые я делал, 20 лет назад, делал я их для состоятельных клиентов. Там суть в чем, что камень это идеальный, мрамор точнее, имеет идеальный декремент затухания, то есть реакцию материала на акустическое возмущение. Ну вот, один звук, другой звук, да, вы слышите. Третий звук, каждый материал имеет свой звук. Кстати, вот в этом шоу 23-го года там человек демонстрировал, там стучал по металлическим образцам палочкой металлической и издавался кардинально разный звук. Так вот, у мрамора вот эта вот реакция, она как бы самая лучшая. Поэтому делать колонки из мрамора
даже в научно-акустическом точке зрения рационально, скажем так. Ну, а эстетика, сами понимаете, тоже очень неплоха. Но тот образец, который представлен был здесь, я не знаю, кто им это сделал, но я же тоже не сам пилил пилой эти колонки. Есть фирма, которая гидроабразивная, резкая, режет любые формы. Увидели, там у меня такая вот многогранная, там оно клеится все потом так, что там даже стыка не видно. Не то, что там в этих щели там палец входит. Ну, не знаю. Тоже, казалось бы, уже выполнили на эту выставку, потратили бюджет какой-то, да, там, полиграфию какую-то распространяете, хотите найти покупателей. Но это, по-моему, базарные, даже какие-то не гаражные, базарные, мне не понравилось. Равно из камня другие были сделаны, что-то облеплено там какое-то, как мазанка украинская такая. Ну, вот это я совсем не понял. Кто вот этот полисборник себе и куда установит? Неужели на дачу куда-то вот такое? Так оно же не дешевое, скорее всего. То есть камень-то солидировал как бы корпус, сделал его менее резонанса, ну, понизил резонансы паразитные, которые вот в корпусах колонок. Вот этого не должно. Этот звук будет принимать участие при звуковоспроизведении. Тихо, да, но будет. И какой-то процент гармоник добавит к искажениям, между прочим. А из камня этого процента не будет. Вот, собственно, весь смысл. Такие дела, дорогие мои. Я не знаю, все ли я ответил, что-то еще люди спрашивали, но что-то мне не понравилось, что-то я просто не знаю, что буду лезть в то, что я не знаю. Вот. Ну, пишите еще. Вот такой длинный у меня получился выпуск. Я знаю, может, кому-то покажется полезным. Затем пока, auf Wiedersehen, дорогие друзья.